Она все отдаст за ночь с тобой. Кто же эта женщина? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Ну что, мальчишки, пошалим снова, да? Но для начала давайте-ка посмотрим сигнификацию, в каких вы энергиях находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Все как всегда. Итак, ну что я вам скажу? Вы, конечно же, пережили в своей жизни много страданий и переживаний. И опять же, эти все страдания приносят вам женщины. У кого-то одна женщина проиграется, у кого-то 21, да? Ну, я немножко утрирую, но вы понимаете, что у кого-то это один брак мог быть, два брака, либо же отношений. Поэтому у вас уже настолько израненное сердце, что вот сказать, что у вас есть живая клеточка, наверное, точно я не могу. Вы человек, который, знаете, когда-то вы жили совершенно другой жизнью. Вот она была более интересная, наверное, более такая веселая, более зажигательная. Сейчас у вас жизнь совершенно другая. Конечно же, в этом не без участия ваших вот этих вот дам, которые приносили вам страдания. То есть сейчас у вас может быть даже состояние, вот на сегодняшний день у кого-то может проиграться, абсолютная какая-то апатия, нет желания ничего делать. Кто-то, возможно, сейчас даже приболел, да. У кого-то нет даже, вот знаете, как будто нет мотивации, нет смысла жизни, даже может проиграться, настолько вот опускаются руки, насколько пустили вот свою жизнь, ну так, отпустили на самотек, и все, как идет, так и идет. Я не вижу, чтобы вы были сейчас человеком влюбленным. Вот не вижу. Возможно, у кого-то это проиграется, потому что вот именно вы сейчас не в том состоянии, не в тех энергиях находитесь, вам не до любви, вам не до развлечений. У кого-то может проиграться, поскольку это общий расклад, что сейчас у вас стоит на кону вообще развод, да? Вы можете об этом думать, вы можете даже с друзьями советоваться, стоит, не стоит, вот как-то взвешиваете все за и против. Кто-то из вас сейчас даже, может быть, уже, ну так сказать, пакует чемоданы, вы уже для себя решили, что все четко, я с этой женщиной ставлю точку. Поэтому примеряйте под себя, кому что подходит, поскольку общий расклад, да, кто-то сейчас уже в таких вот энергиях очень негативных, кто-то уже планирует, но это будет как освобождение. Вот те, которые как раз сейчас в токсичных отношениях, я не вижу, чтобы вы страдали. Вы наконец-то вот поняли, что все, назад дороги нет, ничего вы не сделаете. И вот эти вот ваши загвоздки, оттягивания, развода, ну ни к чему хорошему не приведут. Поэтому это своего рода освобождение. Вы человек довольно сильный, вы даже, может быть, у кого-то проиграется, что сейчас еще, ну, то ли вы гантели таскаете, да, там, я не знаю, штанги, ну, такой вот культурист своего рода, либо же вы этим занимались, да, ну, то есть у вас неплохо подтянута фигура. Давайте-ка сделаем опрос. Напишите, ребята, как вы считаете, вот на свой возраст у вас фигура довольно подтянутая или нет? Ну так, по-честному опишите себя. Занимаетесь вы на сегодняшний день, вот, ну, может быть, в последнее время спортом? И каким спортом, если занимаетесь? Когда-то я уже делала этот опрос, но поскольку новые подписчики, новые зрители, давайте-ка еще сделаем такой маленький опрос. Так, что еще нам поведают карты о вас? Прикроем излишества. Ну, вы человек очень заботливый и галантный. Вы довольно неплохой кулинар, вы классно готовите. Есть какие-то блюда, которые очень любят даже, может быть, ваши близкие. У каждого это свое блюдо, свой рецепт. Кстати, ребятушки, напишите, вот какой рецепт, вот какое блюдо, что у вас лучше всего получается вот на кухне. Ну, то есть вы готовите мастерски. Вы, когда вот, ну, будучи в нормальных отношениях, может быть, это раньше когда-то у вас было, могли запросто и кофе в постель, и завтрак в постель, да, для вас это не было напряжно.
Вы человек, который ну, не боится, в общем-то, никакой работы. Главное, чтобы вас любили и ценили. И вам важно это чувствовать. Потому что сами вы очень заботливый человек, но давненько вы на себе не ощущали той самой заботы. Ну, давайте-ка посмотрим, кто же ночь отдаст за ночь. Кто же все отдаст за ночь с вами, да, ребят? Я уже заговариваться начинаю. Сегодня очень много разговаривала, поэтому уже взрыв мозга просто. Так, давайте-ка смотреть. Знаете, я вам скажу так. Ну, я не буду обо всех говорить, потому что здесь ни одна женщина отдала бы все за ночь с вами. То есть вы нравитесь женщинам, как бы вы ни думали, что бы вы себе не придумывали, но вы источаете вот именно энергетику сильного мужчины. Да, энергетика это одно, но вот грустный взгляд это другое. Женщины замечают ту самую грустинку в ваших глазах. Поэтому не все те, которые хотели бы прыгнуть к вам в постельку, скажем так, но они как-то не очень себя проявляют. Потому что есть и страх некий, как перед сильным мужчиной, но в то же время есть большое-большое желание с вами, ну, либо же у кого-то пороманить, у кого-то начать отношения. Мы не будем сейчас каждую женщину разбирать. Я бы вот выделила одну. Вы с ней можете быть плюс-минус одинакового возраста. Она скорее проиграется темноволосой, но опять же мы не привязываемся к цвету, да, потому что это общий расклад. Женщина такая, которая знает себе цену, она уверенная в себе. Эта женщина нравится и другим мужчинам, но вот почему-то она выбрала вас. Вот на других она особо не обращает внимания. Она не замужняя, она свободная, она такая со вкусом, всегда элегантно, может быть, одета, она со вкусом накрашена, да, классно у нее макияж, все подобрано, вот и макияж, да, то есть ухоженная такая женщина. Так, давайте, что еще? Какие опознавательные знаки? Да, она разведена. У нее был когда-то довольно неплохой, сильный мужчина, но там точка поставлена 100%. Но вот вы ей запали в душу и в сердце, и она очень хотела бы с вами иметь отношения. Давайте посмотрим еще, знаете, в принципе, насколько вы с ней знакомы, близко, не близко, давайте немножко уточним. Хотя, опять же, ребят, акцент делаю, что это общий расклад, у кого-то может проиграться, что вы с ней близко, тесно, давно общаетесь. У кого-то это может проиграться как, ну там, периодически, да, привет, пока, вот в таком плане. Насколько вы ее знаете. Смотрите, ребят, объясняю с разных ракурсов, потому что, опять же, это общий расклад. Смотрите, у кого-то проиграется, что у вас с ней уже был романтик. У кого-то, я сейчас дальше буду пояснять, был романтик, который очень сильно понравился. У кого-то это может быть одноразовая акция, да, ну то есть где-то под шофе, у кого-то романчик случился, неважно. Но женщине на тот момент так было хорошо с вами проводить время, что она бы, ну реально, она бы все отдала, только бы вот повторить эту ночку, только бы повторить вот отношения с вами. Она даже склоняется больше к отношениям, не просто к какой-то одной ночке, а вот вы настолько ее зацепили как мужчина, что она, в общем-то, тешит себя надеждой, что все-таки вы сможете с ней снова пересечься. Причем, да, ребят, если вы захотите, вот те, кто понимает, кто имел какие-то романы, какие-то, может быть, отношения, да, такие короткосрочные скорее это будут, вы, если захотите, вы спокойно можете с этой женщиной продолжить ваши, ну, либо же возобновить ваши отношения. Ей очень нравитесь вы как любовник, ей очень нравится ваш подход, да, вот какая-то ваша романтика, галантность. То есть, хоть вы и недолго с ней там романили, либо же отношения очень короткие были, но тем не менее она это уловила. Уловила и вашу заботу, уловила вашу страсть, да, вот ту
вашу такую умелость в постели. Далеко не каждый мужчина может понравиться, вы это понимаете. Точно так, как и не каждая женщина нравится мужчинам. Поэтому, в общем-то, в этом плане вы можете гордиться. Далее берем с другой стороны, да, потому что, опять же, не все ходят направо-налево, не все крутят романы. Давайте посмотрим, что касательно тех, кто не романил, да, что это за женщина. Однозначно она все равно у нас проигрывается как женщина свободная, но что о ней мы скажем, да? Эта женщина начнет со временем все больше и больше себя проявлять. То есть, если вы редко общались, она станет чаще, вот, допустим, если это у кого-то по интернету проиграется, она может чаще писать, чаще звонить, чаще как-то вот под разными предлогами попадаться вам на глаза, может быть, просить о помощи, да, но потом это, ну, превратится в ваше такое более тесное общение. Это будет своего рода такая заманушка. Обращайте внимание, если вот реально женщина, с которой вы когда-то, может быть, редко общались, ну, даже не редко, плюс-минус, это очень относительно, да, переписывались, либо в жизни кто-то общался, но каким-то вот чудодейственным образом она все чаще вам начала писать, звонить, может быть, что-то спрашивать, может быть, советоваться. Здесь могут быть очень разные предлоги, бурная фантазия женская, и ее никто не отменял. Поэтому, так и знайте, в этой женщине очень и очень симпатичны. Даже скажу более, если вы заметите, да, вот у кого проиграется этот расклад, либо же уже вы понимаете, о чем речь, с этой женщиной у вас могут сложиться очень классные романтические отношения, которые, опять же, у нас карта свадьбы, карта брака, вот выпадает, да, с которой вы можете дойти до брака. Это не просто, знаете, дама, которая хочет прыгнуть вам в койку и все. Нет. Но почему-то вот эта женщина настолько запала, скажем так, на вас, да, что ей хоть бы какую-то кроху, да, от вас получить, хоть ту самую ночку, хотя в планах у нее, ну, такие далекоглядные планы на вас. Это может получиться очень красивая история. То, что она будет страстная, это однозначно. То, что если вы пойдете в эти отношения, да, у кого срезонирует, то, что вы полюбите эту женщину, это будет взаимно, это 100%. С ней будет легко. Вот легко будет находить общий язык. С ней будет вот абсолютно как-то бесконфликтное такое общение. Она человек очень мирный, она человек очень добрый, эта женщина. Она такая, знаете, она, наверное, вот вселяет свою такую доброту и покой во всех окружающих, если можно так сказать. Она делится, да, вот как будто солнышко. Я обычно называю таких людей очень светлыми, солнечными, которые могут обогреть всех. Вы это либо же уже чувствуете, если вы понимаете, о ком я говорю, либо же почувствуете, да, когда начнете либо более общаться как-то с ней, более тесно. С ней вы, возможно, даже куда-то поедете. Но сначала это будут такие короткие поездки, да, может быть, романтические, просто на природу, где-то там к речке, к морю. То есть это такие легкие посиделки сначала будут. Чуть попозже это превратится уже в какое-то, может быть, даже романтическое путешествие. Но это когда у вас уже будет, может быть, даже туда идти больше к воссоединению, да, потому что здесь будет стоять даже вопрос о совместном проживании, у кого-то даже свадьба, у кого-то это может проиграться даже после брака, что вот вы поедете, и это будет романтическое какое-то путешествие. Знаете, вот с этой женщиной еще я бы вам хотела немножко добавить. Вам захочется вот ее кружить без каких-то просьб. Настолько будет очень комфортное, гармоничное отношение, что вы захотите ее порадовать просто вот какой-то даже, кто-то мелочью, кто-то, ну, в меру своих возможностей, так сказать, да.
хоть чем-то, просто чтобы видеть улыбку у нее на глазах. Улыбку на глазах, да, сияющие глаза. Я уже сегодня точно договорюсь, ребят, вы там ухахатываетесь, я знаю. Ну, смотрите, у вас проснется, ну, такой романтик. Смотрите, вы будете готовы ее носить на руках в прямом и в переносном смысле слова. Будете много бывать где-то в гостях. Поскольку у вас есть друзья-приятели, с которыми, может быть, вы давно дружите, либо же с семьями дружите, вы познакомите, причем даже очень быстро как-то с этой женщиной. И знаете, я вам скажу, что ваше окружение очень тепло примет. И даже будут в восторге, наверное, от этой женщины, потому что она реально, она очень честная, она очень открытый такой человечек, очень солнечный, светлый. Окружающие, ваши друзья, приятели, близкие, они это заметят, они поймут, что вы сделали правильный выбор и, в общем-то, скажут вам об этом. Ну, я думаю, конечно же, вы, наверное, ждете, что нужно хоть как-то зацепить Бобика, да, потому что такое название, ну как же без него, родимого, да? Ну, давайте посмотрим. Хотя, в общем-то, я уже немножко так вскользь сказала, что будет очень ярко, романтично, страстно. Будете что-то такое, знаете, с ней вытворять, чего не делали раньше. Могу сказать, что ваш Бобик будет не то что накормлен, он будет перекормлен. Причем это будет какая-то вот такая история, когда вы... Ну, я простыми словами просто пытаюсь вам донести, да, чтобы не заводить никого в заблуждение. Это будет история про то, что вот вы с ней не будете бояться, либо же вот воплощать какие-то свои фантазии, которые вы давно, может быть, хотели воплотить, но прежние женщины либо же говорили там фу-фу-фу, это я не буду, ну в таком плане, не хотели. С ней вы сможете и воплощать, да, с ней можете все что угодно чудить, причем это может быть даже вот какой-то романтик в тех местах, в которых у вас еще не было. Я не говорю, что это будет в парке на лавочке, конечно, это уже перебор будет. Но, тем не менее, это какие-то такие, ну, слегка экстремальные места могут быть. У каждого это свои, да, свои фантазии. Там, где, ну, скажу так, там, где могут внезапно появляться люди. Либо же там, где могут рядом где-то вот ходить, да, вот я просто так пытаюсь уловить эту информацию. То есть это не будет прям в толпе, да, происходить, а вот где-то, ну, неподалеку, скажем так. То есть вот этот кайф-драйв, он у вас будет, ну, так, будоражить кровь, адреналинчик будет, и это будет особое такое удовольствие. То есть вы, в общем-то, в этом плане с ней сойдетесь, и ее мечта не только ночку с вами провести, а возможно даже кто-то из вас проведет и всю жизнь, да, потому что карта свадьбы у нас падает, она воплотится, ее мечта воплотится в полной мере. Ну и, конечно же, это женщина, которая даст вам все то, о чем вы так давно мечтали и, возможно, давно уже ждете. А если хотите, чтобы все у вас сбылось, мальчишки, делитесь видео, пишите в комментариях «Да будет так», ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!